Как найти идеальные точки входа по обычному индикатору MACD, системно управлять тейк-профитом и стоп-лоссом. С этими вопросами мы будем с вами разбираться и помогут нам в этом три скрипта. Первый скрипт торговой стратегии, в котором мы настроим, собственно говоря, take-profit, стоп-лосс, и который будет принимать внешний источник сигнала, то есть сигналы от другого индикатора. Также он нам визуализирует все сделки на графике и показывает помесячно статистику, начиная со всей истории торгов на 4-часовом графике. Мне доступно 20 тысяч баров, мы в целом укладываемся с самого начала торгов по биткоину. Второй скрипт, который нам, собственно говоря, поможет подобрать take profit и стоп-лосс, прооптимизирует их и прооптимизирует внутренние параметры индикатора. И третий, соответственно, скрипт – это индикатор MACD Sniper. Он доступен в моем профиле бесплатно, можете ознакомиться с его принципом, как он отправляет сигналы, какие фильтры дополнительно в нем присутствуют. И давайте начинать. В первую очередь начнем с торговой стратегии, оптимизируем ее. Я здесь уже изначально указал количество страховочных ордеров 0, да, то есть сетку мы не используем, мы используем четкий фиксированный take profit и четкий фиксированный стоп-лосс. Соответственно, у нас входящий сигнал MACD Sniper, от которого у нас, соответственно, отправляются сигналы. Режим нон-стоп у нас выключен. Тип стоп-лосса, он от точки входа, и тип take-профита от точки входа также. Что еще? В целом, и, конечно же, объем первого ордера, точнее, объем вообще в целом нашей позиции будет 100% от депозита. То есть мы входим в сделку на 100% от депозита. У нас есть четкий фиксированный тейк и четкий фиксированный стоп-лосс. Нам необходимо повысить, соответственно, прибыльность сделок для того, чтобы вывести эту стратегию в прибыльную. Давайте начинать. Соответственно, что мы делаем? Мы сначала настроим оптимизатор. Оптимизатор, в первую очередь, направление long длинное, да, будем тестировать именно в long. Дальше внешний источник сигнала, сигнал мод используем и подключаем сюда MACD Sniper Connector. Количество баров 25 тысяч, сортировать будем по профиту, количество комбинаций 10 и закрывать будем последнюю сделку для того, чтобы у нас совпадала статистика. Идем дальше. Капитал $1000, проскальзывание здесь нам не нужно. Плечо 10, комиссия 5 сотых, liquidation allowance 15. В целом нам здесь не понадобится в целом показатель ликвидации, так как у нас в целом есть четкий фиксированный тейк, четкий фиксированный стоп-лосс. И продолжаем с вами. Для того, чтобы нам настроить прежде всего оптимизацию тейк-профита и стоп-лосса, нам необходимо указать количество страховочных ордеров 0 и отключить этот показатель. Отключаем шаг страховочных ордеров, множитель, мартингейл. Оставляем только take profit, stop loss и объем первого ордера, хотя его тоже на самом деле можно отключить. Просто сразу же его поставим сюда 100%, отключим. Take profit давайте поставим от 5, например, до 25 шагом 1. И stop loss от точки входа от 3, например, до 10. Главное не выходить за 1000 комбинаций, чтобы нам легко можно было оптимизировать внутренние параметры индикатора. И из фильтров я настрою единственное, что минимальную длину сделки поставлю, конечно же, меньше, так как мы уже на 4-часовом таймфрейме, 550 это где-то 3 месяца с небольшим, да, с неделей условно. То есть сделки у нас не должны превышать 3,5 месяца. Давайте так определим. И давайте начинать. Теперь мы, собственно говоря, включаем наш оптимизатор и будем работать с уже MACD снайпером, оптимизировать внутренние параметры. Предварительно мы видим, что у нас есть комбинации 19 take profit, 8 стоп-лосс и всего лишь 64 профита за всю историю торгов. Но это, конечно же, смешно, поэтому мы, соответственно, будем подбирать внутренние параметры индикатора, оптимизировать уже в, так скажем, реальном времени. Во-первых, что я в первую очередь делаю с MACD снайпером? Я уменьшаю количество падающих столбцов гистограммы, чтобы у нас стали чаще сигналы. И уже только оптимизируя этот параметр, у нас появляются стратегии с профитом от 561%, да? То есть 561% за всю историю торгов. Дальше давайте перейду снова в MACD Sniper и будем оптимизировать другие параметры. Дальше я оптимизирую, соответственно, нижний порог, нижнюю границу для buy-сигналов. То есть мы сейчас работаем в long, нам важны только, да, buy-сигналы. И, собственно говоря, мы просто идем поочередно, переключая, и видим, как у нас ухудшается либо улучшается. Да? Видели,
что у нас 36, 35, 561 максимально, да, профит зафиксировали на 35. И идем дальше. Идем дальше. Посмотрим, вот 444, 38, да, запомнили. 673, 39. 39 у нас пока самый лучший. 665, 42, 43, 899. Ну вот, наверное, давайте еще дальше чуть пройдемся. Так, у нас вылетело. Давайте переключим туда-обратно, чтобы у нас заново прогрузился. Видим, что уже хуже результаты. 43 у нас 899, почти 900%. Да? Идем дальше. 45. Снова у нас подвылетело. Перезагружаем. 45, 46. 47. Ну, в целом, я думаю, уже дальше нет смысла идти. Вот, оставим с вами 43 показатель, то есть меньше 43 по RSI. Вот. И что еще можно сделать для увеличения прибыли? Просто оптимизировать параметр длины, да, для RSI. Здесь у нас сейчас 14 по умолчанию, да, стоит. Давайте пройдемся. Вот, 13 уже 927, да, 13 запомнили, 927. Здесь меньше. Здесь меньше, меньше. Так, ну, вот 957, больше восьмерка, да, нам показала 957. Восьмерка пока у нас лидирует. Так, у нас вылетел скрипт. Так, идем. Шестерка 1147. Пятерка 1448. Вот пока самый лучший. Ну, я вижу, что у нас закрасились, соответственно, ячейка с стоп-лоссом, да, то есть у нас 50 на 50. Вот, как только либо у нас 50%, либо больше 50, точнее, меньше 50 по стоп-лоссу у нас закрашивается зелененьким цветом. Вот, давайте еще прооптимизируем другие параметры. Поставим четверку нет, тройку нет. Ну, двойку уже, наверное, да, смысла нет ставить. Вот, мы с вами подобрали такие оптимальные параметры для, соответственно, нижней границы по RSI и его длины. То есть прооптимизировали, по сути, два параметра, только в фильтрах, да, к индикатору MACD Sniper, и ну, видим, что у нас очень классные, крутые результаты появились. Вот, и давайте, собственно говоря, их добавим теперь в наш скрипт торговой стратегии. Это у нас 14.8, ну, они у нас уже здесь есть, 14.8. Вот, собственно говоря, видим, что профит у нас 1448% совпадает, это 20% ежемесячно. Ну, это, опять же, учитывая сложный процент, да, и 249 годовых. В целом, очень классная, суперская получилась у нас комбинация. Вот, можем видеть, как это все работало и какие месяца лучше не входить. Вот, например, в август лучше было не входить. Вот, просто в августе заморозить стратегию, вот, и все. Таким образом мы с вами избавились бы от вот таких вот больших минусов, да. Вот, видим, что максимальная длина сделки у нас 59.2 дня, то есть 2 месяца, это была максимальная сделка, а средняя длина сделки 12.7 дней, то есть до 2 недель в среднем у нас, соответственно, сделка закрывается. Вот. Таким образом мы с вами прооптимизировали обычный индикатор MACD, который отправляет нам сигналы, получили просто бомбическую комбинацию, которая приносит нам ежемесячно 20%, вот с учетом сложного процента, да, АВГ, соответственно, early, то есть годовой, да, доход у нас 249, почти 250%, вот, при этом как бы сделки у нас закрываются в течение 2 месяцев максимум, вот, ну и на статистику можем посмотреть, что за 2020 год заработали 272%, за 2021 251%, 2022 был год убыточный, вот, и мы здесь 237 бы потеряли, да, процентов, ну, с учетом мы просто бы обнулили 2021 год, условно, да. В 23-м 298, 24 год рост был хороший, и вот мы как раз с такими точными сигналами заработали 492%, и за 2025 год в октябре вот 188% у нас последний месяц октябрь принес, и всего 371%. И здесь, ну, достаточно у нас февраль был убыточный, да, 300
процентов. Вот, 114% у нас был июнь минус, да, и август минус 119%. Но это, опять же, учитывая сложный процент. Вот, таким образом мы с вами подобрали, давайте проверим всей истории, да, торгов 16 декабря 2019 года, вот, что у нас все подтверждается, 1448%, максимальная просадка средств 57%, всего 120 сделок у нас завершено, прибыльных из них 50, то есть 60 сделок прибыльных, 60 убыточных. Вот, видим, как у нас, соответственно, двигалась статистика. Вот, и всего один раз, да, в самом начале мы уходили в небольшой убыток, минус $313. И давайте сравним с покупкой и удержанием. По факту покупка и удержание у нас практически идентичные, да, как видите, как мы плавно шли. Вот, и видим, что почти догнали мы покупку и удержание, если бы мы купили в декабре, да, 16 декабря 2019 года. Почти покупку и удержание мы догнали. Вот, таким образом мы с вами в целом, я думаю, выполнили нашу с вами сегодняшнюю задачу, прооптимизировали внутренние параметры индикатора MACD Sniper, вот, подобрали оптимальный take profit и стоп-лосс, протестировали на всей истории торгов, разобрали тщательно статистику по всей истории торгов, вот, посмотрели, соответственно, длину наших сделок максимальную и в среднюю, вот, и как бы видим, на что мы можем в потенциале рассчитывать по данной торговой стратегии. Ну и вот можем визуально оценить все сделки на графике, как они у нас, собственно говоря, визуализируются. Вот. Всем спасибо за внимание. Пишите, соответственно, в комментариях, какой актив еще оптимизировать, под какой актив подобрать take profit, stop loss, какие параметры прооптимизировать. Вот, я с радостью запишу видео по этой теме. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.